Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление уровнем ума. В данной теме речь идет о том, что ум именно человека, например, или ум, который воспринимает сознание, например, человека, это есть определенная область информации, и когда мы говорим об определенном именно уровне действия ума, то прежде всего мы имеем в виду, что это есть действие, скажем так, некой информации. В связи с этим, когда речь идет о действии ума, то прежде всего это некая выделенная, скажем так, в информации область. Учитель, в общем, здесь можно так еще посмотреть, что учитывая, что данная область, скажем, да, она находится в таком практическом, что ли, применении, где-то в первом уровне, в очень приближенной фазе для восприятия сознания. То есть сознание человека разделяется на уровне восприятия ума, то есть действия ума, и сознание, которое воспринимает как бы первую фракцию. То есть понятие ума – это постоянно увеличивающаяся область информации фактически. И получается, что когда вы хотите рассмотреть именно действие ума, то здесь, прежде всего, вы рассматриваете работу всех систем организма, да, человека, то есть инстинкт самосохранения, элемент самосохранения, действие самосохранения по логике или оздоровления и так далее. То есть элементы, обеспечивающие, например, жизнедеятельность организма. И учитывая, что это действие, это есть все-таки действие более общее, где есть действие и духа, и души, и сознания, и присутствие Бога в каждом элементе действия, то получается, что ум – это есть выражение Бога в действии человека, но именно в отношении все-таки бесконечного развития, где обеспечено развитие человека. Например, в системе, когда человек воскрешается, то здесь действие именно уровня ума, прежде всего, это есть его собственный путь, то есть его путь – это есть его действие ума, то есть ум как элемент действия, как платформа действия. И получается, что вот понятие ума как область информации – это все-таки и действие тела, да, например, человека, или действие любого какого-либо физического объекта, но также это и действие все-таки как бы по сути самого ума как такового. То есть вот в данном семинаре необходимо выделить, собственно говоря, информацию ума как таковую. Вот есть некая информация, да, и она должна быть выделена. То есть я могу сказать, что есть там действие дерева, оно растет, да, есть уровень распространения информации дерева во всеобщей информации, это некий уровень, да, просто конкретный. В оптике это выражено как свечение. Вот уровень ума – это есть выделение данной сферы, то есть сфера ума. И когда мы говорим о развитии ума для действия, например, по макроспасению, тогда мы можем сказать о развитии в формальном понимании, то есть о развитии как таковом этой сферы информации. Для этого эту сферу надо сначала, вообще говоря, как бы замкнуть, потому что сфера ума – это бесконечная сфера. И, как правило, она в динамичном уровне определяет структуру внешних, как бы внутренних своих связей. То есть сфера ума – это автономная сфера управления. И для того, чтобы применить эту технологию управления именно сферой ума или там действием ума, получается, что такое понятие, как, предположим, действия, идущие от уровня ума, это есть действие, где выделение сферы – это есть тоже специальная работа. Причем работа личности. Выделение сферы – это есть действие, которое обеспечивает бесконечное развитие при условии, что человек, например, может не уставать. То есть он, так скажем, может построить структуру своего ума таким образом, что ум определяет структуру его решение каких-либо задач в условиях, когда обеспечивается, предположим, следующий уровень. Например, вы можете одновременно решать бесконечное количество задач, но при этом в частном случае отслеживать каждую конкретную. То есть вот задача ума уметь в данной технологии, в моем учении о Боге, и именно действие ума или действие через уровень ума, мы можем здесь видеть каждую задачу в интеллектуальном проявлении, или, так скажем, в интеллектуальном, воплощении через структуру динамичной системы сознания. Вот когда мы работаем с информацией ума, то здесь восприятие, например,
сознание – это есть уровень, вообще говоря, действующий. То есть здесь, как правило, нет статичных систем сознания. И если вы хотите увидеть, как вообще сознание работает, то вы должны работать с информацией именно ума как таковой. При этом не обязательно это только ум человека, например, да? Это может быть некое умное действие или информация ума как таковая, вообще говоря. Что есть в этом понимании, тогда фундаментальном понимании ум, скажем, да, это действие бесконечного развития, одно из свойств ума. Какие свойства еще есть в этом понимании? Это элементарное действие человека в условиях его безопасного развития, тоже, вообще говоря, функция ума. Ну и так далее. То есть мы можем выделить множество человеческих функций, а вот с точки зрения Бога, ум – это есть действие по отношению к Богу тоже. И, вообще говоря, первоначально автономное свойство ума – это есть созерцание Бога как бы внутри самого себя. То есть, как только вы видите, что это все-таки автономная сфера, пусть на как бы приближенной системе сознания, да, первая волна может выхватить только сегмент сферы, вторая волна как бы уже закруглить сферу, да, замкнуть усилием воли, то вы видите, что ум – это информация человека, но при этом созерцающая Бога в своем понимании, как бы, то есть вот отдаленное свойство ума, как бы, которая информация вне тела, это есть восприятие Бога, но элементом собственного сознания. То есть получается, что понятие ума – это есть фактически элемент работы вашей собственной информации, но при этом так, что ваша информация не отделена от вашей личности. И получается, ум позволяет замыкать систему внешних связей с системой, например, развития физического тела или физической реальности вообще. То есть в данном случае вы можете не ощущать разрыв между физическим телом и, например, информацией как таковой. Тогда получается, что, вот, скажем так, можно так сказать, умное восприятие, да, любой системой, значит, это есть умение управлять в неразрывной связи. И одна из функций ума – это неразрывная связь в течение всего управления. То есть, когда вы сосредотачиваетесь на системе ума или на задаче развития ума в плане достижения какого-то действия, то получается, вы можете, во-первых, работать непрерывно, только на этом свойстве, а при излечении очень сложных, например, заболеваний или каких-то достижений целей очень пролонгированных, отдаленных или там сложных, необходимо постоянное действие. И вот информация ума, если ее правильно разместить, она работает постоянно как бы сама по себе. Потому что вы поставили задачу, например, на клетке, поставили задачу, значит, она уже есть у вас, да, на клеточном уровне. Дальше информация ума начинает работать и действует как бы сама по себе в этом случае. Даже когда вы там вообще занимаетесь другими, да, казалось бы, задачами, хотя в информации ума есть подструктура вашего действия, когда вы занимаетесь другими задачами. Ибо все есть тоже действие ума. То есть действие ума человека сопоставимо с действием Бога в бесконечном развитии. Бог тоже все контролирует. Да? Получается, что ум, восприятие человека, это есть проявление Бога. Наиболее, значит, умный, в таком, что ли, понимании прагматичном, в какой-то ситуации, да, проявивший больше ум, скажем, нельзя сказать, что он, например, речь не идет о том, что там вообще он, да, предположим, там какой-то умный в действии. Не обязательно речь идет о человеке в данном случае, некий объект информации. И тогда получается, что он проявляет умное действие, когда он действует совершенно сопоставимо с Богом. То есть он понимает Бога фактически в реальном времени. И получается, его действия отождествлены с тем, что хочет Бог. Тогда он действует, как наиболее умно, так скажем, да. И поэтому, если с этой точки зрения заложить объект управления, скажем, в бесконечное время, то в умном действии его можно достичь. Вот как достичь какого-то объекта управления, именно действительно, когда речь идет о бесконечном развитии, мы хотим выровнять в бесконечное время, пусть там за миллиарды лет вперед, какое-то элементарное действие. То есть рассмотреть сопоставимое действие с тем, что мы делаем сейчас, там, движение рукой или там, мы пьем стакан воды, предположим, да? Тогда получается, что четко увидеть идентичное действие можно из сопоставимых систем, а ум – это система постоянных сопоставлений. Это же система постоянного решения, да? И получается, что в уме происходит взаимодействие с колоссальным количеством внешней информации любого элемента. И поэтому там отлажена технология сопоставительного действия. Если вы имеете, например, там какое-то действие сейчас, то вы вполне за счет того, что через структуру ума
делаете градации по признакам сопоставимости, то есть какой-то большой оптический элемент, это, например, там, большая Вселенная, ясно, да? Элементарное действие – это другой признак, элемент информации. И вы сразу же себя находите в структуре именно действия ума человека. То есть вам не надо, предположим, как бы делать какое-то специальное управление для того, чтобы действие было управляемым, например, да, и выделено совершенно четко, то есть совершенно идентично, как вы есть сейчас. То есть ум всегда осознает себя. В любой ситуации ум осознает структуру физического тела. И поэтому всегда можно сказать, что человек воспринимает любую информацию так, как это нужно для Бога. И вот с этой точки зрения человек всегда имеет путь в любой момент получить помощь Бога. Потому что умное действие, сопоставимое действие, это есть действие, связанное с развитием ума в сторону познания Бога. И когда здесь мы, например, выделяем с бесконечной фракции управления то, что мы можем повлиять на ситуацию, например, в бесконечном развитии, то получается свойство бесконечно, здесь получается как бы замыкается, бесконечность замыкается к вам. Чтобы понять бесконечно, надо закруглить структуру ума, то есть к себе направить. Потому что, ведь, как я сказал, в информации развитие физического пространства, оно таково, что когда вы работаете с системой ума, у вас может не существовать на уровне первой волны восприятия разрыв именно между материей и информацией, физической материей и информацией. И поэтому структуру ума можно достичь фактически бесконечного статуса развития мира. И если так посмотреть, то все физическое тело человека, да, находится как бы за уровнем достижения самого человека. То есть ведь Бог изначально создал человека совершенно свободным и, вообще говоря, недостижимым для уничтожения. И поэтому, если вы хотите восстановить таким образом здоровье, надо развить структуру ума, получается, как механическим, да, оптическим путем, оптической волной в структуру бесконечности, увидеть структуру человека – это мощнейший механизм восстановительный, потому что достаточно одного прикосновения волны структуры ума к человеку, и вы действуете так же, как действует Бог. То есть вы выводите его в зону, где нет структуры как бы внешней информации этого человека. То есть он восстанавливается, потому что он находится в системе оптимального управления. Также в системе, значит, оздоровления, связанного там с восстановлением при каких-то сверхкритических состояниях. Достаточно просто область ума взять на информации и распространить, как бы сверху закрыть эту информацию этой структуры, и начинается мощная регенерация. Вот наиболее интенсивная регенерация может быть, когда вы имеете дело с сверхбыстрым действием все-таки ума вашего, собственно. То есть тогда вы технологию постигаете практически мгновенно. И когда вы именно работаете вот по моему учению о Боге, где речь идет об управлении через структуру ума, то здесь познание – это есть элемент как текущего действия, так и элемент действия от как бы следующей системы познания. То есть в уровне ума можно пролонгированную систему познания получать как систему устойчивую. То есть имеется в виду, что вы всегда можете познать следующее действие в спокойном, как бы аналитическом варианте рассуждения. И если вот мы говорим об управлении как о бесконечной системе событий, да, которыми надо управлять, то есть управление прямое, есть управление технологическое. А для того, чтобы аналитика не сдерживала управление, то есть аналитическое управление по скорости было такое же, да, как прямое, например, в одном импульсе, да, управление, то получается структура ума должна обладать такими же свойствами, как структура одного импульса управления. И получается, это, вообще говоря, технология, которую нужно реализовать. То есть здесь получается, что вы должны уметь сконцентрировать вокруг одной задачи выполнение одновременно всех задач, которые есть у вас. То есть фактически сжатие вот в эту, что ли, сверхинтенсивную сферу свечения, это есть задача фактически, в общем-то, вашего развития, где все задачи концентрируются на одной. И получается, что вы, решая одну, решаете все. То есть тогда для вас достаточно выбрать наиболее оптимальную, что ли, задачу, или, которая требует сейчас решения. Почему именно оптимальную? Потому что часто за счет решения одной задачи решаются другие. Может быть, ну, как правило, человек выбирает наиболее сложные задачи. Бог же уравнивает, да, все задачи сразу и решает их одновременно. За счет того, что ему достаточно только решить одну, решаются все сразу. И получается, что
Здесь мы уже подходим к тому, что вот этот сверхконцентрированный свет, который значит, возникает при концентрации именно, получается, волевой, это есть тот свет, который человек создает сам. Вот здесь я как раз пришел к тому, что принципиальный момент сегодняшней лекции состоит в том, что, скажем так, во время семинарского действия, когда вы одновременно выполняете управление по своим задачам, вы создаете элемент света, то есть свет, созданный вами, новый свет, да? Свет, имеющий другие качества, зависящие от вашего сознания, от вашей постановки задачи. И когда вы этот свет начинаете двигать уже к себе, то получается, что вы создаете собственную структуру ума. То есть вы можете создать тот ум, который действует, скажем так, пролонгированное, насколько нужно время в канонической системе действия, то есть то, что вы знаете, да, он может освоить, если вы на оптике отслеживаете его развитие, любую внешнюю систему информации, ну, как бы саморазвивающую систему, и при этом адаптироваться, да, форма адаптации будет такая же, он не меняется, он распространяется по вашему же образу и подобию. И когда вы начинаете смотреть, что форма изначально же, она Божья форма, значит, человек всегда абсолютно здравомыслящий, он может всегда воспринять точную информацию, всегда может найти правильный путь из умного действия, потому что это действие заложено в его систему развития. И если, например, он это знает, то любую систему, включая там какие-то заболевания, у него всегда остается время выровнять, всегда. Потому что ум – это пролонгация времени в будущее. Ум – это всегда действие, направленное все-таки на решение будущих, да, задач. Ведь если мы определим самое простейшее свойство ума, то получается, что ум постоянно вынужден решать какие-то задачи, в основном будущего времени. Каждая секунда следующая – это уже будущее. То есть это он существует, получается, все время в будущем, да, элементе. Почему я его сразу выделил как будущую систему управления. И как систему, находящуюся как бы возле вас, и как внешнюю систему. Потому что будущее – это всегда некая внешняя система, с которой нужно заниматься. И когда вы начинаете отсюда отслеживать вот свою личностную просто характеристику, что ли, в действии ума, вот что есть, например, там, ваш собственный ум, да, как вообще его развить, но ведь существуют элементы прямого видения, да, что это из себя представляет. У человека напрямую видит, это тоже ум, естественно, элемент обработки информации. То есть прямое видение тоже как элемент действия именно уровня ума. Я сейчас говорю об уровне ума, где управление происходит выборкой этого информационного уровня. Мы можем, в принципе, выбрать, например, уровень сознания, да, уровень, скажем, действия души, но в данном случае речь идет о том, что есть, например, и действие, например, ума души. То есть душа имеет такую же функцию, как, например, физическое тело, да, по образу и подобию, опять же. То есть божественный принцип распространяется на уровень тот, что душа, она вообще абсолютно умна, в общем-то, по сути, но она может выделить во внешней информации ту же самую фракцию. И при этом душа находится всегда в вас, но вы видите ее развитие в бесконечности, где она явно не уничтожима. Вы видите, что душа не уничтожима, ибо ее ум развит настолько, что она имеет божественный фактор происхождения. И тогда вы можете рассмотреть на уровне диалоговой системы, там ум, воспринимаемый сознанием, да, и ум, который идет от души, ну, как бы пролонгированное чувство, которое возникает, сходное, ну, например, возникает, может быть так, что человек испытывает некое чувство тоски, да, по какому-то элементу информации, там, по событию, но тоска может быть благоприятна, он берет и, значит, приезжает, или, в общем-то, решает этот вопрос каким-то образом, или куда-то звонит, или это нечто другое, связанное с какими-то объектами информации, да, в виде, предположим, какого-то действия, то вот элемент, как бы, скажем, тоски или элемент радости, все, тоска как более отдаляющая система информации, где есть признак действия ума, то есть аналитика, да, проявлена, радость – это открытое свойство ума. Если мы говорим о том, что человек хочет пить, это, ну, как физиологическая реакция, то когда мы смотрим на структуру души, то мы видим, что вот душа, она постоянно отдаляется от уровня тоски. Скажем, душе не свойственно иметь от Бога как бы, ну, какие-то, нельзя сказать, что они даже негативные, эти свойства, да, там, тосковать, нельзя сказать, что это негативно, но тем не менее это все равно как бы не соответствует тому, что душа должна больше радоваться от Бога, да.
Поэтому получается, вот, с одной стороны, когда мы анализируем, ну, логическим уровнем человека, что, ну, не столь так, в общем-то, можно сказать, что практически вообще не страшно это понятие, просто человек, например, там, может потасковать, да, себе позволить. Но, тем не менее, мы можем обнаружить, что душа, значит, при развитии этой сферы начинает двигаться в другую сторону, то есть отдаляться от этой сферы систем, в системе управления. И вот, получается, она проявляет свойства своего ума, то есть умное действие, то есть имеется в виду душа как независимый уровень, строящий вашу собственную личность. Тогда вы видите, что построение вашего физического тела совершенно четкая, умная, то есть конкретная работа, где есть выражение ума души. И когда вы начинаете это видеть, вы видите связь между, например, таким понятием, как сознание души, хотя это сознание одновременно ваше, и вы тогда выделяете внутри объекта внутренние свойства, то есть выделяете фактически систему, на которой вы строите позицию управления. То есть это получается и система управления, и одновременно вы ее строите. Это как раз-таки свет, не содержащий, как бы обременяющих событий. То есть свет, где нету, вообще говоря, проблем, да? Свет бесконечного развития. То есть вы логическим уровнем сейчас пришли к тому, что, ну и духовным в том числе уровнем, что вы можете построить свет бесконечного развития самостоятельно, путем личного действия, действуя так, как делает Бог. И когда вы начинаете уже отсюда думать, что все, что вы построили, это и есть действие Бога, получается, ну, из аналитики, да, это действительно есть одно из действий Бога, направленных на то, чтобы человек понял структуру взаимодействия ума, например, человека, да, ума души, так скажем, по соотношению к человеку в восприятии ума. И он может увидеть, что можно развить ум всегда до уровня обязательного действия. То есть получается, что мы вполне можем увидеть, что ум всегда решает вопрос, то есть мы всегда его можем развить до уровня, вообще говоря, любого действия и любого уровня развития. Стоит только просмотреть вот именно структуру его развития, ну, хотя бы на оптическом уровне восприятия. То есть фактически идентифицировать его локальное, там, региональное положение в информации на уровне свечения. Так вот, получается, что как только мы выделяем это свойство ума, умение, ну, как умение проявляться в оптической фазе и самонастраиваться, да, мы подходим уже к структуре развития ума как, в общем-то, механической модели управления, обычные светоимпульсы, да, и нам тогда не нужно дальше думать, значит, так как мы построили именно свет, идущий от человека, свет бесконечного развития, нам особенно дальше не нужно вот, как бы постоянно думать над какой-то задачей, нам достаточно увидеть данный свет, развитие, получается, структуры управления от уровня ума. А дальше мы видим, что это и стыковка с действием Бога, и мы начинаем решать уже следующую задачу, потому что Бог же решает постоянно увеличивающееся количество задач. А чтобы их решить, надо постоянно осмысливать структуру управления, получается. И, значит, человек также должен уметь постоянно увеличивающееся количество задач, так как количество событий в мире растет, он должен уметь, по аналогии с тем, как делает Бог, рассматривать структуру ума, но уже Бога по отношению к человеку. То есть, что есть ум Бога с точки зрения человека, да, например. Как человек видит ум Бога, когда он познал какие-то свойства развития, например, своего ума с точки зрения управления именно. В данном случае речь идет о том, что мы можем управлять уровнем развития ума в той степени, ну, в которой, например, необходимо, да, для, предположим, всеобщего спасения. Или для того, чтобы понять, что всеобщее спасение наступит в любом случае обязательно. Вот в структуре ума это знание уже есть, потому что в этом случае реализуются слова и реализуются будущие конструкции. Ум содержит всю структуру будущих ситуаций. То есть это получается отражение души вашей, которая все знает, в системе событий. Ум пересекается с событиями конкретно, и достаточно работать от этого уровня, и вы увидите действие, как я сказал, ум – это обобщенное понятие, в том числе и не только там, выделенное геометрическое, это есть и действие, и события, и внешнее действие. То есть все-таки это есть как некое
обобщенно усредненное часто явление. И вот здесь мы понимаем, что вот ум Бога, он именно проявлен в том, чтобы вы видели свою конкретную дорогу, и вы видели, какой путь именно к вам реализован. Да? То есть ведь получается, что ум Бога — это есть то, что к вам направлено изначально, а Бог, Он всегда абсолютно умен с точки зрения, например, любого человека, и с точки зрения Бога Он ставит вопрос о том, как развить, ну, скажем так, умное действие, да, чтобы человек его понял. Получается, что Бог создает ум, и ум — это проявление и реальности тоже. То есть, например, есть понятие умной, да, реальности, ну, скажем, структура машин соотносится к тому, что можно отнести к неким умным действиям, да, какие-то там роботы, машины и так далее. Но получается, что первично умным действием это есть вся Вселенная. Чтобы создать, например, машину, которая не уничтожает человека, значит, надо создание всех элементов реальности вложить в структуру машины. То есть каким-то образом, да? Ну, например, там, микроплата и так далее. И тогда получается, что когда мы говорим о том, что когда вся цивилизация развивалась, например, по технократическому принципу, и там создавались какие-то машины, это, конечно, все-таки благо по сущности для цивилизации до момента, когда начинается система разрушения, да, именно направленная на человека. Тогда получается, чтобы преодолеть систему уже в постфактуме, что есть такая цивилизация, мы должны уметь как бы расшифровать все системы предшествующих, ну, скажем так, умных действий техники, да, условно умных, если это речь о разрушении. Если помогает человеку, то умных. То есть умная техника, помогающая человеку, которая не соответствует данному свойству, то она как бы направлена на разрушение. Да? Дифференциация очень простая. Ум придает качество все-таки олицетворенной системе внешней. Ум как характеристика все-таки личностная в основном выступает, да, для человека. Получается, что свойства системы сразу понятны по одному признаку. Умное действие, которое созидает, да, с человеком или помогает, и какое-то иное, да, скажем. Ну, предположим, здесь скорее лучше сделать такое определение, как действие, которое не соответствует понятию умной техники, так скажем. Да? И тогда мы видим, что техника может развиваться также в информации, практически как действие, например, уровня ума человека, но направленное на, например, там, познание природы. То есть техника тоже может развиваться по своим законам. И поэтому управлять техникой такой можно. Разрыва между действием ума, пространством нет. Там такое же оптическое выражение, да, умной техники. И идет управление, ну там фактически как световой канал возникает. Вся техника — это световой канал. А подключение к каналу идет управление техникой. Все. Чтобы какая-то плата, значит, например, сработала где-то, вводите подключение именно к каналу умной, то есть помогающей техники, и все. Если какая-то техника, ну, например, там, агрессивно себя ведет, тогда получается, что в данной системе она до вас не может добраться, потому что свойства ума — это свойства, идентичные все-таки действию Бога у человека, по образу, опять же, и подобию в действии. И получается, что действие ума — это есть все-таки обобщенное действие и Бога, и человека, а тогда человек защищен от того, что он, например, за счет там, какого-то интеллектуального воспроизводства делает какую-то технику. То есть любой вид техники все равно человек уничтожить не сможет. Ну, это закон отсюда был выведен сейчас. И получается, что управление внешней системой — это обеспеченная задача для бесконечного развития. Речь же идет не только о технике, а о любых системах интеллектуального воспроизводства. То есть ум, скажем так, интеллектуальная система находит другую систему по признакам определенным, которые соответствуют развитию жизни в бесконечности. И получается, любая система, которая не соответствует, она находится вне поля дальнейшего развития. И вот человек, который, например, имеет задачу, ну, там, кого-то вылечить или сделать какое-то, предположим, необходимое действие, важное, да, например, тогда получается, что он, или даже это может быть какой-то объект информации, да, не обязательно только человек. То есть, но в частном случае, когда именно речь идет о человеке, он получается, что сразу же ставит задачи собрать уровень интеллектуальных систем,
который работает в плане созидания. Пусть это будет техническая система, пусть это будет событие, или это выражение личности других людей. Вот когда речь идет о других людях, это целый индивидуальный мир. И вот управление через структуру, скажем, когда другая структура, да, как получается, совершенно уникального мира также делает, да, как и любой другой человек, чтобы, например, не было глобальной катастрофы, здесь как раз-таки вырисовывается самый простой принцип, что управление идет из души человека и из души Бога одновременно. То есть человек в этом случае видит, где очень близко, да, или прям буквально касаясь его души, идет свет души Бога. То есть он видит уже истинный свет, который вечный, но при этом до того момента он уже создал такой элемент света, и он может его сравнить. И когда он начинает его сравнивать, он может его улучшить до свойств света Бога. А тогда идет сливание со структурой света Бога, и человек видит напрямую Бога, и он не видит тогда уже разницы. То есть для него любая материя становится управляемой. То есть это не просто уже восприятие, где как бы признаки, связанные с материей физической и информационной, они, в общем-то, нивелируются, да? А это уже реальность, на которой он уже находится. Когда он уже находится на этой реальности, то есть фактически луч Бога, да, поток, так это, в общем-то, можно сказать, так сказать, откуда он изначально произошел, это близкое место именно к этому. То есть, когда он уже был создан, и, вот, собственно говоря, как платформа душа Бога. И когда он это видит, он практически полностью защищен уже в бесконечное время, потому что изначально он так и был создан. Только когда он начал уже свое дальнейшее движение, он стал попадать в какие-то, да, ситуации событийные. Так вот, здесь очень просто управлять прошлым. Можно всегда структуру собственного развития посмотреть как структуру очень, ну, как бы быструю. Почему здесь существует очень простой элемент, что можно, не рассматривая часто, да, длительную структуру каких-то предшествующих действий, всегда будущие действия выровнять до нормы. Потому что как только вы фактически приходите к собственной платформе, то есть откуда вы были, значит, ну, фактически, что ли, отправлены Богом, да, для решения своих задач, то вот уровни ума человека, именно в уровне управления от уровня ума, всегда можно выделить, ну, вот эту как бы стартовую площадку, то есть границу. Вот если человеку сказать, что вот он был создан, например, Богом в какой-то определенный, пусть даже момент времени, то вот выделение платформы вообще, где он был создан, где эта конкретная конструкция в информации, да? В данном случае я говорю о том, что это есть душа Бога, проявленная в уме человека, то есть огромная душа Бога, проявленная в структуре локальной, да, в автономной структуре ума человека. И сам ум, он фактически локализирует, в общем-то, свое место. То есть он сам себе находит место. Получается, за счет собственного ума человек находит место своего создания самостоятельно. Более того, он может назначать. При определенном уровне развития он может это место назначать как бы постфактум. Следовательно, свое место в текущей реальности человек всегда может переопределить в лучшую сторону. Потому что в геометрии оптических систем все очень просто. Начальная точка, как рычаговый принцип, да, управления, начальное свечение определяет следующее. Если хотите переместить события вокруг себя в сторону, измените место своего происхождения. И тогда получается, что вы можете на геометрии просто переместить ось стыковки, да, ну вот как космические корабли стыкуются в одной точке, вы берете стыковку, переносите все. Но это уже действие от вас. Это фактически просьба к Богу, да, на переориентацию системы вашего управления, ну, на изменение событий в лучшую сторону, скажем. Получается, умным и интеллектуальным действием вы в управлении создаете себе систему полностью подконтрольную вам. То есть вы переносите свечение души Бога, именно знания, дающиеся вот именно от Бога лично, к себе уже в душу, и вы начинаете работать автономно. Так же, как делает Бог, он работает один, да, изначально, но он же дает в коллективное управление, он учит всех. И получается, что когда вы, например, делаете управление, идущее от вас, вы должны познать, как Бог хочет передать вам знания. Тогда вы понимаете, что Он дает полную свободу в познании. Вот почему Бог ставит задачу абсолютно полного познания, потому что здесь есть именно уровень
следующего характера, что без возможности именно полного познания знания все-таки не могут быть окончательными, да? Ну, имеется в виду окончательными для того, чтобы вечное развитие было всегда, так скажем, да? А вечное развитие — это все-таки вечное познание, это значит все-таки абсолютное знание по идеологии текущего времени. Вы должны уметь уже сейчас знать практически все, чтобы обеспечить с точки зрения вечного развития свой следующий уровень действия. То есть фактически речь идет о том, что за счет выделения как бы такого действующего выделения фракции ума вашего, то есть вы берете, при этом, конечно, вы так механически ничего не трогаете, ум развивается в будущее, выделяется фракция бесконечного развития, берется вся концентрация всех событий, ум может работать как элемент волевого, что ли, аспекта здесь, как некий, ну что ли, рычаг, как некий элемент, направлен на то, что если вот, например, посмотреть на действие руки, это тоже может быть уровень сопоставимый, то есть ум может действовать везде, да, так же как Бог действует тоже везде. И когда вы начинаете двигать к себе фракцию всех бесконечных событий, вы можете приблизить знания, которые там, за счет просто интеллектуального действия, то есть расшифровать как бы умным действием или рассмотреть просто, ну, распаковать даже ближе. Для многих людей будет именно термин «распаковать», потому что они просто уплотненная система знаний. И все, и у вас идет нормальное развитие, потому что вы точно знаете, что будущее практически полностью контролируемо. И когда вы приходите к системе именно контроля будущего, то получается, что задача контроля — это изначально не только ваша личная задача, но и задача, вообще говоря, всех. То есть все должны уметь контролировать будущую ситуацию, да, будет более сбалансированное развитие, а в идеале тогда каждый становится абсолютно свободным, когда знает будущее, например, свое, помогает другим, и другие тоже знают. Да? Тогда получается, что там, люди, например, не могут столкнуться на тротуаре, причинить там какую-то травму, да? Значит, машины не столкнутся и так далее. То есть возникает такая ситуация, что при бесконечном развитии мира, ибо душа Бога светит уже в душу, да, человеку напрямую, то есть он практически уже имеет такой же свет, человек, да, идущий уже от него, ну, который идет к нему от Бога. То есть вот элемент идущего от человека света и идущего к человеку света, получается, что он сопоставим во внешнем наблюдении, как бы непрерывный поток. То есть люди напрямую общаются с Богом в реальном времени, при этом общение происходит в их собственном действии, просто в проявлении ума или в реализации уровня ума, так скажем, да. Проявленное свойство ума, как информация имеется в виду, это есть действие, направленное на то, что в отличие от, например, ну, скажем, некого интеллектуального действия, обычного, да, я в данном случае говорю о той структуре ума, которая выделяется фракцией сознания, как элемент информации, некое свечение. То есть вот в сегодняшней именно лекции старайтесь выделять именно ум как объект информации. Опять же, вот я к этому говорю. И когда вы начинаете его выделять, то вы видите свойства его развития. И получается, что свечение, идущее к Богу, и свечение, идущее к вам от Бога, со стороны внешнего наблюдателя, это и есть то, что вы действуете всегда синхронно с Богом. И тогда он может быстро научиться и действовать, например, так же, да, просто-навсего правильно засветив канал как бы контакта с Богом в любом действии причем. И получается, что ум, передаваемый, да, скажем так, от Бога, это есть ум все-таки уже коллективный, потому что общее свечение Бога, Бог как неразрывное единство фактически всего мира, хотя единое тело физического Бога может находиться в каком-то одном месте, но реально все лучи идут к Нему, и Его действие направлено сразу ко всем. Но так как Бог создал все, значит, здесь максимальный уровень ума, да, получается. И люди тогда уже идут по уровню умного действия в бесконечное развитие, потому что они как подключены, сосредоточены на максимальном уровне ума, там, где нет вообще ошибок, скажем так. И когда они уже начинают подходить к этому объекту информации, да, как бы внешний макроум, который есть, например, проявление ума Бога, и тогда, получается, они со специальной технологией входят в систему коллективного управления, то есть, ну, скажем так, коллективный ум. В общем-то, свойства коллективного ума очень просты по первичным признакам.
что есть, ну, понятие, что ли, здравомыслящего уровня, да, ума. Это отсутствие все-таки уничтожения в первую очередь, отсутствие, значит, движения в сторону глобальной катастрофы и так далее. Эти признаки, они также выделены совершенно конкретно, и вот интеллектуальная фаза ума, которая этим как бы процессом занимается, она в информации очень четко видна. И приближение к этой информации – это процесс, аналогичный тому, что человек, когда приближается к уровню своего создания первичного, он может влиять, значит, влиять на уровень коллективного ума, ибо отсюда видны все платформы создания всех людей. То есть здесь можно дать, ну что ли, рекомендацию людям заниматься сразу же макроспасением от уровня своего создания. То есть дать, ну что ли, так скажем, знания людям, чтобы они изначально переориентировали, что ли, кто это хочет сделать, систему развития именно свою, что они настолько мобильны, что они могут, в общем-то, даже выбирать точку своей организации в текущем времени. И получается, что тогда они вполне могут получить, ну, скажем так, коллективное управление, потому что вы можете им на уровне коллективного ума показать, как вы это лично сделали. То есть вы там спасли кого-то, излечили там, да, конкретного там человека или людей, или, например, воскресили, просто спасли каким-то действием. И данная информация, она приходит к тому, что люди начинают на коллективном уровне понимать вообще, как этот механизм действует. Но для этого нужно приблизиться к свойствам ума, то есть имеется в виду коллективного все-таки ума, где уровень ума – это есть коллективное всеобщее действие. Например, вот часто у православных святых, к примеру, проявленные действия даже, казалось бы, просто социальные, да, но они трактуются как действие чудес, потому что социальное действие тоже можно проявить на уровне всеобщего ума. То есть можно, например, нарисовать картину, и она будет очень хорошая, но доступ, например, локально. Да, если вывести в уровень коллективного ума и нарисовать ее там фактически, да, то она действует как всеобщая система управления. Если это там красивый пейзаж, все время люди отдыхают, да, или оздоравливаются и так далее. То есть получается, что мы можем на уровне интеллектуального действия вывести структуру управления прямо в структуру именно ума, коллективного, да, скажем так, и личностного. И если посмотреть, где работают, ну, скажем, можно так сказать, что просветленные или наиболее прогрессивные люди разных уровней, не обязательно даже из каких-либо, скажем так, каких-то вот конфессий, да, здесь может быть руководитель, общественный деятель и так далее, то здесь мы видим, что они, как правило, сосредоточены в уровне передачи знаний для коллективного плана ума. То есть, ну, просветители, известные, или какие дали, например, много человечеству, или, может быть, даже часто человек может дать одному человеку столько, что он тоже просветитель, но он, может быть, там исторически не выявлен. Да? Имеется в виду именно те люди, которые могли дать обобщенное знание. Тогда получается, что все равно тот, кто дал одному правильно, он будет выявлен в действии всеобщего плана управления. Поэтому получается, что когда вы смотрите позицию по структуре развития данной, что ли, области ума, коллективного ума, то получается, что можно действовать сразу там. То есть можно, например, научиться там, хорошо ездить на машине, ездить локально, да, как-то иногда кто-то вас видит. Но можно ездить демонстративно и показать, что вот человек может так, или машина, в принципе, себя так ведет. Да. И тогда получается, что человек, в принципе, знает и может научиться. Или можно хорошо петь, и петь сразу в структуре управления для всех, да, или там рисовать, или писать нужные там фразы, слова. Получается, что вот воспроизводство слова в структуре ума человека, ну или действие, это есть действие все-таки всеобщее всегда. Когда речь идет о том, что вы на уровне ума вот, воспроизводите именно информацию ума, воспроизводите какое-то слово, то оно сразу имеет бесконечные свойства, во-первых, по однотипному уровню. То есть все люди это понимают. То есть, чтобы научить людей, например, там, дистанционному управлению по моим технологиям, достаточно выявить информацию, структуру ума, то есть просто взять, выйти на уровень, там, уровень сознания, уровень там, ума и так далее. Вышли, сделали, например, заложили лекционный курс, взяли, как-то сами рассказали, да, через структуру постоянного нахождения фракции вашего сознания именно в этой области. И другие люди сразу понимают, потому что они тоже умные, они тоже понимают, что
значит, именно так и происходит управление, и передача идет не только словес, но и структурой точности управления, да, правильной позиции в управляющей системе. И если вы переходите в уровень управления, например, ну, скажем так, более проявленный как система просто управления, идущая от вашей души, то это все равно уровень ума, просто в обобщенном действии. Да? То есть ум также имеет свойство находиться в любой системе. Поэтому, когда мы говорим о признаках созидательности, это признак, сопоставимый с действием Бога. Созидательный ум – это и есть действие Бога, по сути. И когда вы начинаете данную систему управления выводить на уровень, предположим, как бы личностных характеристик, то видно, что организация личности – это прежде всего привлечение определенных фракций ума, как бы из внешней, да, для личности информации. То есть личность может выделить свою собственную структуру, как бы границы, да, какие-то текущие, пусть даже в информации, когда она из уровня проявления внешнего ума делает как бы выборку какую-то. То есть какая-то информация нужна, какая-то не нужна. Тогда границы собственной личности в данном действии, я говорю, не вообще, конечно, а просто в каком-то данном конкретном действии, где личность проявлена. Человек может выделить из того, что он все-таки выделяет фракцию какого-либо элемента проявления ума, именно области, и когда он видит фракцию живого ума, то есть именно ума жизни, так скажем, да, живущего ума, где есть жизнь. Жизнь – это есть абсолютное свойство ума в данном случае. Ну, как в кристалле, центральный там фокус свечения – это есть в данном случае и выделение фракции жизни. То есть ум живущий, ум дающий жизнь. Тогда получается, что по этому признаку, по структуре свечения, человек четко может определить, что происходит вокруг него. Это мощная диагностическая система. Значит, вывести структуру жизни, значит, именно выделить во всей системе внешнего по отношению к личности ума структуру жизни. И ясно, что проходящие слова, или там какие-то системы управления, или какая-то информация, что они из себя представляют. Более того, если человеку что-то не нравится, на границе стыковки с собственной личностью он может переконвертировать управление. То есть он может сделать его положительным для себя и абсолютно там безвредным или лучшим даже для других. Да? То есть получается, что он может тогда преодолевать систему неких негативных уровней управления за счет того, что он использует именно фракцию выделения жизни, где жизнь это есть как высшая категория ума с точки зрения Бога, в восприятии человека и в действии человека. То есть человек, стремящийся к вечной жизни, должен, получается, как маяк видеть все время исключительно только жизнь. И получается, что исходя из этого, вот, если этот фрагмент, да, жизни абсолютно или вечной жизни в структуре ума коллективного или частного, не суть здесь уже важно, выделить и, например, как свет расположить над каким-то человеком даже в тяжелом состоянии, да, или даже для воскрешения, то происходит как раз-таки быстрое восстановление и быстрое часто воскрешение. Вообще воскрешение, как правило, на самом деле происходит очень быстро. Поэтому главное здесь просто правильно передать структуру знаний душе человека. И когда вы здесь эту фракцию начинаете уже выделять в структуре как бы пролонгированного дальнейшего управления, то видно, почему ум, это, как правило, воспринимается всегда как работа с будущим, потому что это есть то, что идет всегда из будущего от Создателя, то есть некая система, идущая от Бога, от Создателя и конвертируемая на структуре взаимодействия личность и мир, где личность и мир – это тоже опять неразделимое целое. То есть здесь мы начинаем понимать, почему, например, в этой системе управления видно, что личность тоже также неразрывно связана со всем внешним миром, потому что стоит только нам поставить задачу какого-то круга, что ли, контроля внешнего, да, за своей личностью, с точки зрения информации, некий там полис какой-то, то получается, что мы моментально видим расширение личности, то есть она начинает развиваться. И отсюда получается, что вот личность как структура, значит, выражение именно действия ума Бога, это есть постоянное развитие. Стоит только личности рассмотреть какой-то элемент внешнего действия ума, пусть именно постоянной жизни, да, начинается развитие. Личность всегда развивается, то есть поэтому она имеет именно бесконечное развитие даже в структуре собственного восприятия. То есть как бы конечная информация, что вот личность может взять и ограничить какой-то информацией, здесь конкретно вот это выявить уже нельзя.
Поэтому получается, что личность мы можем только с какого-то, с одного уровня или с другого смотреть, да, так же, как мы воспринимаем действие Бога или там самого Бога. И хотя мы можем рассмотреть и увидеть всего Бога, получается, что все-таки вот именно выделение жизни, да, бесконечной жизни, это основное свойство ума во всех его проявлениях. Именно бесконечной жизни, это свет бесконечной жизни, создание света бесконечной жизни для каждой частной личности. Человек сам может организовать такую жизнь. Когда вы это знаете, для вас преодолимы практически все системы управления, вы всегда сделаете точное управление, причем в нужное время. Имейте в виду, стоит только приложить какое-то часто небольшое усилие. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.